Я хотел бы поговорить о разработке, о технологии разработки стратегии развития производственных систем. С чем я чаще всего сталкиваюсь в компаниях, с которыми мне приходилось работать. Что стратегия в области финансов, рынка достаточно активно обсуждается, стратегическая перспектива описывается, но при этом о том, как будет развиваться их операционная система, да, я в последнее время перехожу от понятия производственной системы к понятию операционной системы, как еще нечто большее. К сожалению, очень редко таких компаний, которые на 3, 4, 5 лет вперед смотрят, как будут развиваться бизнес-процессы, как будет происходить цифровизация, да, как будут внедряться те или иные технологические инновации, или будет происходить техническое перевооружение. Я считаю, что все эти задачи должны быть едиными, воплощаться в неком едином документе или в едином процессе, я даже не боюсь этого слова. Сама технология, о которой я хотел бы рассказать, основывается на таком широком вовлечении сотрудников. Это такая методологическая особенность. Дело в том, что операционная стратегия, она требует очень высокого уровня такого каскадирования, доведения непосредственно до потока создания потребительской ценности. И в этом ее особенность. Например, финансовую или маркетинговую стратегию, я так предполагаю, можно разработать в некотором смысле камерально или ограниченным количеством людей. То есть не нужно увлекать сотрудников в цехах для того, чтобы понять, кого поглощать или как выходить на рынок IPO. Да? Но когда вы говорите о том, как повышать безопасность, качество, производительность, снижать операционные затраты, без этого никак не обойтись. Сама технология представлена здесь очень коротко. К сожалению, у меня нет возможности очень-очень подробно ее рассказать. Но тем не менее. Первый этап – это анализ окружения. Второй – это разработка видения. Третье – определение целей, анализ потока и выработка плана. Причем я хотел бы обратить ваше внимание, что вот этот цикл, он повторяется на всех уровнях каскада. То есть мы традиционно говорим про то, что нужно анализировать окружение в контексте предприятия. Да, мы сейчас об этом поговорим чуть поподробнее. Но я хочу сказать, что точно такое же окружение есть, например, у отдела снабжения, который окружен поставщиками услуг для него, например, юристами. Есть производство, у которого есть свои требования и так далее. То есть вот этот цикл проходится на каждом из уровней. Когда мы говорим про окружение, вот я рекомендую, по крайней мере, 4 элемента окружения проанализировать. Это нашу миссию, наши корпоративные ценности, нашу рыночную стратегию и ключевые тренды. К сожалению, миссии, корпоративные ценности очень редко носят для большинства компаний такой ярко выраженный управляющий характер. И если для вашей компании миссии и ценности не имеют такого принципиального значения, то вы можете это пропустить. Фактически, что такое анализ окружения? Мы должны с командой проговорить и ответить на следующие вопросы. Что в текущей организации наших бизнес-процессов не отвечает нашей миссии? Следующий вопрос, что не соответствует нашим ценностям в организации бизнес-процессов? Или потока создания ценностей, если вот для вас ближе эта тема. Что препятствует системе управления бизнес-процессами реализации стратегии маркетинга? Анализ трендов посвящен каким-то процессам, которые происходят в окружении, например, у конкурентов. Да? И поэтому мы тоже обсуждаем, какие изменения происходят в окружении. Как минимум, я рекомендую при разработке операционной стратегии или стратегии развития производственной системы обратить свое внимание на рыночную стратегию. Как-то странно получается, я не знаю почему. Мы говорим поток создания потребительской ценности. Но когда мы разрабатываем стратегию бережливого производства, я очень редко слышу слова: а давайте посмотрим на нашу рыночную стратегию. Да, а давайте посмотрим, кто для нас является целевым клиентом. У него-то требования какие к нашей системе. Вот эта ценность, опишите ее буквально. Потому что это будет основным ориентиром для вашей производственной системы. Стратегия по ключевым или целевым конкурентам. Я тоже об этом, к сожалению, редко слышу, чтобы мы привязывали развитие нашей производственной системы именно в контексте конкурентной борьбы. То есть для меня это отправная точка. Стратегия развития производственной системы должна приводить к единственному результату, к выживанию и победе на конкурентном рынке. Ассортиментная стратегия. Мы должны понять, какие продукты мы будем выпускать, как они будут меняться с точки зрения маркетинга, да, какие объемы этих продуктов мы будем поставлять. Ценовая стратегия – это план по целевой себестоимости,
То есть производство системы должна обеспечить такую себестоимость, которая бы позволяла нам реализовывать нашу рыночную стратегию. Стратегия по каналам продаж, возможно, для многих не является очень актуальной. Но фактически стратегия по каналам продаж определяет, как мы будем продавать. Особенно это важно для тех, кто, например, работает с федеральными сетями розничными. То есть если вы не будете, это особый тип клиентов. Мы должны понять, как будет двигаться дистрибуция нашего товара. И иногда это тоже очень важное значение. Очень редко обращать внимание на стратегию продвижения. Это реклама и маркетинг. Казалось, где реклама, где маркетинг, где производство системы. Но я вам хотел бы обратить ваше внимание, что когда мы продвигаем продукты, мы клиентам что-то обещаем. У нас самое надежное оборудование. У нас самый стабильный вкус. Поедите наши колбасы и получите огромное удовольствие. Потом клиент покупает наше оборудование, пробует нашу колбасу и понимает, что он, что-то у него не срастается. И таким образом он получает негативный клиентский опыт. И это, конечно, мы тоже должны учитывать при стыковании рыночной стратегии и стратегии развития производства систем. Да, значит, еще одним важным элементом работы является это создание видения. То есть такой, возможно, это можно назвать, наверное, промежуточным этапом разработки стратегии. То есть это еще не очень жесткий, строгий документ. Да, это документ, который отражает взгляд команды на развитие организации на перспективу 3-5 лет вперед. Обращаю ваше внимание, что вот такое видение мы можем разрабатывать не только в контексте предприятия, что часто делается, но и в контексте отдельного подразделения. Вот у меня здесь приведен пример. Я часто делаю видение именно в виде такой таблицы, такая методологическая особенность. То есть это такие элементы будущего. Через 3 года вот наше подразделение отвечает некоторым элементам, которые здесь представлены в этой таблице. И это вообще классный диалог. Представляете, прийти к начальнику цеха и говорит: начальник цеха, давай, в контексте, конечно, общей корпоративной стратегии или стратегии предприятия, давайте поговорим о том, как мы видим развитие цеха на горизонт 3 года. И хотел бы обратить внимание, что я рекомендую стратегию не разрабатывать отдельно, скажем, в области бережливого производства, отдельно в области качества, отдельно в области цифровизации. То есть это все должно быть едино. Нет никаких противоречивых задач в этом во всем. У начальника цеха должен быть один план развития. Следующим этапом мы разрабатываем конкретные цели. У меня здесь просто приведены о том, что перед предприятием в целом, перед конкретным подразделением, цехом, а иногда перед отдельным участком, еще раз напоминаю, если какой-то участок является для вас узким, вот такая модель может быть, целевая структура может быть даже перед отдельным участком поставлена. Мы должны отразить конкретные отсмартованные цели на тот горизонт, на который вы видите. Здесь мысль достаточно простая. В общем, отцифруйте. Здесь перечень показателей является исключительно частным случаем одной из компаний. У вас, безусловно, может быть что-то свое. Дальше я рекомендую провести анализ потока. Я прям не привожу очень детальные методы анализа производства системы, нет такой возможности, но тем не менее все, что мы делаем в рамках анализа, все картирование, весь статистический анализ, построение дерева текущей реальности и так далее, мы все делаем в контексте ответа на вопросы, что в текущей организации потока создания ценности, или бизнес-процессов, если для вас этот термин ближе, препятствует снижению количества дефектов на миллион возможностей. Не буду перечитывать, фактически это вопросы, которые отражают вот те целевые показатели, которые были представлены выше. Мы должны понять, что сейчас препятствует, почему мы их сейчас не можем достичь. И для этого мы используем весь массив аналитики, который вам доступен. Фактически наша задача на этом этапе собрать тот комплекс проблем, который есть на предприятии. Фактически я рекомендую, это одна из возможных вариантов интерпретации проблем. Она представлена в виде такого дерева, наверное, можно назвать это дерево текущей реальности, хотя методологически здесь можно, конечно, увидеть некоторые неточности. Но тем не менее, иногда спрашивают, как структурирует комплекс проблем. Часто структурируют через поле затраты и результат. Тоже вполне возможно, если это работает, почему нет. Я структурирую через причинно-следственные связи. То есть те проблемы, которые находятся внизу, они имеют приоритет по отношению к тем, кто находится выше. То есть для меня стратегия операционного совершенствования
это исключительно две вещи. То есть это достижение конкретных производственно-экономических показателей. И второе, это решение каких-то конкретных проблем на производстве. И это задача, которая требует концентрации усилий команды на решение конкретных проблем. При этом я хотел бы обратить внимание, что вообще стратегические задачи могут быть развернуты не только в контексте решения проблем, о чем я выше сказал, и для меня это самый главный разрез, но при этом что еще может быть? Это охват подразделений или потоков и развертывание отдельных инструментов. Да? То есть у нас может быть план развертывания бережливого производства, запуска этих программ бережливого производства по цехам, ну, например, как у меня представлено. Это график запуска проектов по бережливому производству в подразделениях. Тоже вполне может быть реализован на стратегическом уровне. То есть у нас такая каскада, да, то есть постепенный запуск. То есть мы постепенно охватываем все подразделения. Или же более все-таки набирающая популярность сейчас концепция, когда мы смотрим не в контексте обособленных функциональных подразделений, а в контексте конкретных продуктовых потоков. Да, когда у нас есть продукт номер один, и в рамках вот этого продуктового потока там может быть множество подразделений задействовано, множество цехов. И мы выстраиваем не столько работу отдельных цехов, а именно вот конкретного потока какого-то. Или семейства продуктов, или конкретного продукта. Еще один возможный вариант, когда мы в такую стратегию включаем порядок развертывания отдельных инструментов. Тоже вполне допустимый вариант, когда мы по подразделению или по предприятию формируем такой график запуска проектов по развитию определенных инструментов. Например, начинаем с 5S визуального управления, да, и стандартизации, потом переходим в всеобщую эксплуатационную систему, потом встроенное качество, канбан и так далее. То есть у нас такой формируется график запуска отдельных инструментов. Что ж, стратегия развития вашей производственной системы, стратегия развития вашей операционной системы для меня является важнейшим фундаментальным понятием в системе стратегического менеджмента, о котором очень часто забывают, к сожалению. Говорим о финансах, о рынках, но для меня остров компании – это ее бизнес-процессы. Поэтому работайте в стратегическом осмыслении и в этом направлении. Для меня структура стратегии состоит из двух вещей. Это цели, конкретно производственно-экономические показатели и стратегические инициативы. То есть это могут быть задачи, связанные с решением проблем или графиком запуска задач повышения операционной эффективности по подразделениям или потокам. И также может включать план внедрения отдельных инструментов в подразделении или на предприятии. Это я всегда концентрируюсь на первом пункте, но в принципе допуская наличие двух других. Пожалуйста, то есть любая перспектива. То есть смысл в чем? Вы должны по каждому цеху на горизонт 2-3 года понимать, как будет развиваться ее операционная система. То есть до уровня цеха доведите. Если вы дойдете до уровня цеха, то, скорее всего, вы будете понимать, как на уровне производственной дирекции будет происходить. И так на уровне завода. Все, что хотел сказать, сказал.